Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Узнай, чего ждать. Что идет в вашу жизнь, мои дорогие? Как изменится ваша жизнь или что ее изменит? С чем это будет связано или как все обернется? Давайте узнаем. И период у нас достаточно эпохальный. И в основном влияют три транзита. И первая – это планета Плутон, которая надолго, на 20 лет вошла в знак зодиака Водолей. Но есть и второй важный момент, который как раз вас тоже очень касается. Почему? Потому что Нептун, который находится в знаке зодиака Рыб, он до 7 декабря будет в ретро-движении. И что такое Нептун? Это некоторые иллюзии, это некоторые сомнения. И если прежде, кстати, вот этот момент перехода из ретро в директное движение, так вот, то, что раньше нам показалось как будто, или мы были абсолютно даже уверены в том, что да, мы сможем что-то осуществить. Здесь мы понимаем, что либо реальность поменялась, либо нам самим что-то неинтересно продолжать, или мы хотим что-то завершить, или мы можем даже у себя спросить, а почему я отказался или отказалась от своей мечты. Потому что, может быть, так складывались события, что круговерть материализма какого-то закрутила. А здесь нам тогда дадут подсказку о том, что «а нет, ты не наступай на горло собственной песни, как раз какое-то направление свое прекрасное продолжай». Вот такие метаморфозы могут быть еще в декабре. И после Нептун он еще будет долгое время в знаке Рыб. И третий транзит – это Уран в знаке зодиака Телец. И Телец – это все то, что связано с благополучием, мои дорогие. И поэтому какие-то вопросы, может быть, связаны с жилищем, с семьей или по части заработков. Откуда к вам приходят заработки, каким образом. Или вы сами уже намечаете какую-то новую концепцию. Вот эти продолжительные такие перемены, поскольку Уран в ретро-движении и в Тельце у нас до конца января по 30, а потом он остается в Тельце, но уже переходит в директное, в прямое движение. Это тоже перемены из ретро в прямое движение. Поэтому мы рассматриваем где-то с вами период второй половины ноября, и декабрь, и январь, и февраль, и март, возможно, февраль-март, там как раз для нас больше что-то прояснится. Понятно, что у каждого по-своему. Мы все абсолютно разные. У кого-то это быстрее проигрываются какие-то перемены, но у кого-то и подольше. Тут мы даже если не хотим ничего менять, ну, наверное, Плутон все равно за нас какие-то выборы может сделать. Давайте узнаем, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни. И как изменится ваша реальность, с чем или с кем это будет связано. И судьбоносный период, который все мы с вами проживаем, он может характеризоваться некоторыми неожиданными событиями, эмоциональными, ну, такими состояниями, когда будут и радости, ну и не очень могут быть радостные события. Может быть, что-то нам и придется отпустить, потому что нам самим уже не захочется что-то продолжать. А может быть, и вы на что-то решитесь, если понимаете, что застряли как раз в каком-то одном пункте и все не могу начать. Вот по части Нептун будет вам здорово помогать. Поэтому с 7 по 8 переходит из ретро в прямое движение. В декабре вы можете набраться решимости и осуществить что-то. Важное событие или чем запомнится вам этот период? Что нового войдет в вашу жизнь? Что завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Неожиданности. С чем это может быть связано? Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что может помешать в осуществлению задуманного? Событие, которое изменит вашу жизнь, или как все обернется, вот какое-то дело. И, может быть, событие, которое меняет вас. И я хочу достать совет оракула. У нас сегодня новый оракул. Лии Анджели Дель Коре, ангелы сердца. Это 44 карты, и именно оракул как мини-руководство. Мне оно очень нравится. Недавно приобрела и была удивлена. Это Дорин Верча, и правда, все карты мне нравятся очень. Я думаю, что будут больше подсказки где-то по личной жизни. Ну и личная жизнь, скажем, для многих очень актуальный вопрос.
Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. И в том числе комментариям по части этой колоды, потому что имею намерение, но пока не могу сориентироваться, как это лучше сделать. Хочу сделать расклад именно на этой колоде оракульной по части личной жизни на 2025 год. Итак, совет для вас. Достанем одну карту. Давайте будем смотреть, что же за важное событие. Но можно дальше уже не смотреть. Карта силы, старший аркан. Нет ничего невозможного, но договариваться придется. Вот в двух словах можно описать и так. В принципе, хватит сил. Как и физических сил, так и хватит где-то компромисса. Хватит, может быть, мудрости принять Соломоново решение. И даже какие-то патовые ситуации вы можете изменить. Все в ваших силах. Вот мы спросили, важное событие или чем запомнится этот период. Все в вашей власти. Как-то так. Что нового войдет в вашу жизнь? Ух ты! Ну, вы прямо вообще молодцы. Карта император. Это ваш статус может напрямую меняться. Понятно, кто-то может задуматься выйти замуж или жениться. Кто-то по работе изменит статус, когда вы делаете карьеру. Или ваш бизнес идет вверх. Рост вашей популярности, безусловно, идет по этой карте. Но если мы говорим, что нового войдет, это вы можете начать даже, да, карьеру какую-то делать. Или вы можете изменить социум. Когда вы окажетесь среди людей, которые имеют больше власти, имеют больше рычагов влияния. Те люди, у которых длинные руки, скажем так, я, конечно, шучу. Это может быть и как необходимость согласований каких-то важных, когда мы уважаем закон. Но в то же время мудрый император, он понимает, что есть две вещи, на которых мы не влияем. Это людское мнение, раз, и обстоятельства нашей жизни. Поэтому мудрый император готов корректировать планы мелкие для того, чтобы была осуществлена какая-то важная цель. Примите сразу это во внимание, ведь эти карты выпадают вам. Сильная энергия. Это вообще, в принципе, сила, власть, порядок и физическая сила, и возможности, мои дорогие. Вот как-то так. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Какое-то ожидание долгое. Ожидание может быть конкретно по деньгам, что-то стопорилось. Или иногда по семерке пентаклей ожидание документов. Значит, или таким, или иным способом вы найдете не один способ, поверьте, решить любой вопрос. И то, что было вчера или казалось невозможным, или по какой-то причине как раз стояло на паузе, здесь вы все равно все осуществите. Для вас вообще, в принципе, нет ничего невозможного. Может быть, это вы не могли сделать какой-то выбор важный. Ну, значит, тут так сложатся обстоятельства. Я не комментирую, потому что два старших аркана невозможно для всех прокомментировать. У каждого свои приоритеты. Просто помните все то, что я перечислила по этим двум картам. И тут совершенно новые реалии. И в ваших силах сделать все так, как где-то по максимуму хотите вы. Да, мудрым, гибким быть придется. И договариваться с кем-то придется. Но результат, мои дорогие, того стоит. Неожиданность. Может быть, где-то в неожиданностях вам будет казаться, что какое-то дежавю. И вот эти ретро-транзиты, как и Нептуна, так и еще транзит ретро у нас идет по конец января Урана, нас могут как раз возвращать в какие-то прежние ситуации, отношения. Или какая-то история может напоминать нам, со мной это уже когда-то было, как неожиданность может прийти новость, допустим, от вашего партнера, бывшего партнера, или того человека, с которыми у вас были контакты, может быть, ключевые какие-то партнеры, с кем у вас было сотрудничество, потом оборвалось или вы расстались по разным причинам. Вот здесь что-то может возобновиться. И правда, весь этот период, особенно вторая половина ноября и декабрь, даже планетарно, когда мы можем пересматривать, в принципе, контракты, договоры, брачные контракты, соглашения,
контракты по работе, какие-то важные бумаги. Мы можем что-то пересоставлять, пересчитывать, переписывать. Может быть и важные отчеты, может быть и финансовые, налоговые, какие угодно. Вот мы здесь с приставкой «пере» можем многое пересмотреть. Поэтому, если неожиданности, скорее какой-то вопрос или ситуацию из прошлого, потому что двойка жезлов – это то, что вам знакомо, то, что вы знаете. Но с учетом неожиданности, значит, как раз что-то изменить в ваших силах, мои дорогие. Карта силы. Давайте мы посмотрим, что вас будет радовать и что вам будет помогать. Какой-то топор войны вы закопаете, это точно. Мы с вами говорили о мудром императоре. Вот, кстати, карта мудрости. Особенно в этой колоде, посмотрите, 3 меча. Причем так, надежно в землю углублены. Словно вот этот топор войны уже закопан, причем глубоко. Все мечи вонзены в землю, битва какая-то закончилась. И много информации по какому-то вопросу. И обратите внимание, сова, филин и ворон. Все 3 птицы означают мудрость. Как минимум 3 каких-то важных направления вам придется мудро объединить и решить. И в этом поставить именно какую-то точку. И это, как ни странно, 3 мечей. Какая-то не просто патовая ситуация, а когда, ну, вас словно она морально могла убивать. Ну, понятно, иносказательно, аллегорически. Но это то, что вам, может быть, еще пришлось пережить. То, что когда разум противился это воспринимать. То есть это сложная какая-то достаточно ситуация. Просто у кого-то это через личную жизнь, у кого-то через бизнес, у кого-то через согласование вот с такими императорами. А тут ваша, как будто вы на пару ступень выше. Тут само пространство, Вселенная вам как раз помогает что-то осуществить. И для вас нет ничего невозможного. Неважно, какой сложности вопрос. Вот сил хватит для того, чтобы какие-то партнерские отношения прояснить, решить. А император может быть как раз то, что как согласование, бумага, договор, отчет или все то, что с этим связано. Вы более чем можете остаться довольны. Давайте посмотрим, что может как раз помешать. Осуществлению задуманного может помешать, когда вы абстрагируетесь от дел. Или захотите уединиться. Или когда мы ничего не делаем, а ждем, чтобы оно как-то решилось само. Понятно, с места в карьер мы не бросаемся. Здесь нужно действовать очень аккуратно. Здесь нужно действовать продуманно. И аркан сила нам об этом тоже говорит. Давайте я несколько раскрою, что вам может помешать. То есть, по сути дела, когда мы ничего не делаем, мы сидим и наблюдаем. Все. Так вот, что может помешать осуществлению ваших планов? Долгие раздумья или все никак не можете делать выбор, а выбор делать придется, мы говорили. Да, когда где-то вы уже согласились с тем, что ну вот ничего не может быть. По 5 пентаклей это всегда какой-то вопрос есть финансовый, который, может быть, нужно как финансовый, какой-то спор у кого-то, или просто недостаток финансовых средств, и тогда нужно что-то продумывать, может быть, и по работе, откуда к вам будут, или могут приходить деньги. Тут какая-то ваша активность, понимаете? Что еще вам может помешать? И опять же одиночество. Когда вы поставите какой-то свой как цель, ведь прекрасная, с одной стороны, карта философа. Но, видимо, вот в этот период философия вам не нужна. Посмотрите, это вот верхний ряд. Когда вы можете даже какой-то минус, но для этого решить. Но для этого словно нужно столкнуться с собственной тенью. Это непросто. И, видимо, будет хотеться вот так вот, да, как человек ставит чучело, чтобы всех распугать, чтобы никто не нарушал его нирвану. Ну вот и вам выпадает отшельник, когда хочется, в принципе, уединения. Кстати, может быть и усталость, потому что 2 этих аркана не буду говорить об усталости. Или хочется так немножко сдать назад, но как будто решать какой-то вопрос идеальное время, даже самые сложные вопросы. Давайте мы тогда откроем с вами карты, как изменится ваша жизнь. Но все зависит от решения. Решение делать придется. 8 мечей. Карта внутренних сомнений и страхов. Нам изображен ребенок,
Карта больного ребенка так называется в этой колоде. И когда мы болеем, мы знаем, что наше восприятие реальности, оно несколько искажается. Да вот, и мы тогда не действуем. Опять же, карта говорит, все зависит от тебя, как изменится, да, или событие, которое может изменить твою жизнь. Здесь для кого-то, вы знаете, и буквально может проиграться. Какое-то ваше, ну, может быть, временное, когда вы не можете заниматься каким-то вопросом, у кого-то до банальности может дойти. Может быть, элементарно какая-то банально простуда укладывает в постель, и человек, как раз тот, который о вас заботится, проявляет какое-то к вам участие, интерес, как раз заботу, искренность, и вы пересмотрите отношения в отношении именно данной персоны. Вот у кого-то и так ведь тоже может проиграться, но больше это внутренние страхи или какие-то сомнения, и либо ты можешь остаться в этих сомнениях, и все на что-то не решишься, или ты все-таки поймешь, что реальность, она совершенно другая. Что это может быть? Снова аркан силы. Вот понимаете, у вас какие-то полярные энергии. С одной стороны, идеальное время для того, чтобы решить какой-то вопрос. Хотя, мои дорогие мужчины, тут может быть вопрос, связанный с какой-то очень важной женщиной. И вы все никак не решаетесь, продолжать, может быть, союз или нет. Сходиться нам или расходиться, может быть и так. Мы все разные, опять же. Может быть, есть какие-то сомнения, и вы что-то там многократно просчитываете, в итоге сами запутались и уже теперь не знаете. Но, тем не менее, возможности-то есть. А вы как-то неправильно можете видеть ситуацию. И это уже для всех. С одной стороны, у вас сила, ведь это все-таки про вас карта. И достаточно и сил, и средств, и даже ресурсов. Ну и даже если вдруг в этот долгий период где-то недомогание складывает в постель, это ничего не значит. Вы, наоборот, может быть, ну где-то пока выздоравливаете, быстрее восстановите от усталости силы. Кто знает, иногда так бывает тоже. Все же ситуации абсолютно разные. Но эмоциональный фон, он может вас зашкаливать. Причем на какие-то противоположные полюса. С одной стороны, абсолютная уверенность, и вдруг полный какой-то провал, пролапс, в какие-то сомнения. И эмоционально может накрывать. Из-за усталости. Десятка жезлов, конкретно карта усталости, особенно в этой колоде. А перед вами весь мир. Тут как раз с кем-то помириться. Для себя какой-то вопрос окончательно решить. Остаться довольным. По карте мир нет ничего невозможного. Может быть, как раз какой-то союз, когда вы вместе бизнес начнете путешествовать, вам будет вместе хорошо. У кого-то это такое тоже может быть. Здесь какие-то удивительные перспективы могут открыться. Но мы можем от чего-то отказаться или, ну, поставить что-то даже на паузу. Тут не точка, тут какая-то бесконечная пауза. Вот, наверное, вот поэтому карта и говорит, что завершится или чего вы откажетесь. Может быть, это вы должны в первую очередь для себя определить, от чего же я отказываюсь. Что же меняет вас? Но если вы не измените своей мечте, мои дорогие, тогда ваша жизнь будет меняться. Это как эффект бабочки. Ваши мысли будут очень важными. А от того, как вы наступите сами себе на горло, собственной песни имеется в виду, или своим планом, своим приоритетом, своей мечте. Тут не то, что материализм, нет, по семерке. Или вы закончите какое-то ожидание или обдумывание. Да, реалистом быть нужно. Но, знаете, наш мозг делает, подсчитана физиология, что 15 где-то секунд, и мозг принимает решение. А думать мы можем 15 недель, 15 месяцев, ну, наверное, 15 лет не бывает, хотя кто знает, может и бывает. То есть до бесконечности долго. А вот вам нужно на что-то решиться. И вот это выжидание. Ведь семерка любая, это ни туда, ни сюда. А вот вы решиться на что-то надо. От этого меняется ваше качество жизни. Иначе мы можем где-то застрять в иллюзиях, кстати, да? Или все думать, ждать какого-то часа, что что-то произойдет. И ведь это карта иллюзорности. А ничего не произойдет. Здесь все, если и произойдет, то нам уже несколько раз сказали, даже дважды,
Поверьте, редко бывает, когда выпадает старшие арканы, причем в разных колодах в одном раскладе. Ваше сильное время. Но за вас никто выбор не сделает. Я ничего не добавляю уже, мои дорогие. Правда, решиться нужно. На кону ваше благополучие. Или вы что-то упустите. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть и стать мамой. Ну, для кого актуально, понятно, и по возрасту. Сама по себе концепция вашего нового заработка, нового, это символ нового я, по сути дела. Так, ведь императрица плодовита именно на творческие планы еще. Не только в буквальном смысле, но это и деньги где-то, это и интерес к работе, когда не как на каторгу, а когда с воодушевлением и вдохновением. Это когда мы можем осуществить любой проект, когда нет ничего невозможного. Вот у вас что-то потрясающее на кону. Давайте я открою карту совет. Ну, что тут скажешь? Дай возможность твоим отношениям. Работайте в отношениях между вашей парой. Вот конкретно так и говорят. Может быть, все то, что мы с вами говорили, это просто у кого-то больше касается личной жизни, мои дорогие. Не случайная карта императрицы, я ее даже не убираю. Что-то вам нужно решить. Для вас жизнь заиграет новыми красками. Работайте над отношениями. Ну, давайте достанем еще одну карту. Как совет. Совет пусть будет для всех. Все правильно и решить какие-то семейные вам вопросы придется. И неважно, кто меня сейчас смотрит, какой возраст. Нам даже говорят, простите ваших родителей, если есть такие обиды. Или, может быть, есть какие-то, знаете, как вы не успели договорить. Может быть, вы сейчас уже в достаточно солидном возрасте, родителей ваших нет, но есть какая-то история, которая, как воспоминание, вам не дает покоя. Вот есть какой-то мотив для проработки. То, что вы прячете от кого-то другого, от кого-то, вообще вы, может быть, никому сказать даже не можете поделиться, но вам-то это не добавляет улыбок на лицо. Может быть, есть, правда, какая-то недосказанность даже, да, и пусть она длится уже годами, или в вашей душе есть какой-то пункт, который вас не отпускает, и он связан с вашей семьей. Поэтому, если есть возможность, лучше проговорить что-то, обсудить что-то. Если же, к примеру, ваших родителей уже нет, душа она вечна, мои дорогие. Поэтому в пространство, какие-то, ну, говоря даже с пространством или рассуждая, посылая правильные мысли, нам тоже станет легче. Мы словно почувствуем чье-то прощение. Может быть, есть действительно то, что вас как какая-то, ну, тяжелая ноша гнетет. Я могу и такое вполне тоже допустить. Вот интересно, тут и пары отношения, есть еще и семейные. Для кого-то из вас, мои дорогие, может быть, это знаете как? Личная жизнь ваша, а родители против. И тогда, значит, тоже какая-то должна быть, может быть, беседа откровенная, когда не должно быть препятствий. Но и потому, что у родителей другое какое-то мнение, вы, может быть, не должны как-то отказываться от личной жизни тоже. Особенно, если вам человек дорог. Это часто, кстати, так бывает. Родители против, а влюбленные за. И неважно, кстати, какой возраст. Но есть явно какие-то задачи семьи. Ну и в целом, какого же направления вам держаться? Давайте тоже узнаем. Хотите вы, мои дорогие, или не хотите? Но карта нам говорит, что есть как будто партнер, или, по крайней мере, может быть, которому вы испытываете очень сильное притяжение. Это, по сути, карта алхимии, она так и называется. И, значит, есть какой-то, знаете, как вы чувствуете друг друга, есть партнер, с которым вам хорошо. И если у вас сейчас нет никого, то вы, как сольный вариант, определенно личную жизнь нужно подумать, как обустроить. Потому что вот это магнитное, словно притяжение, когда друг друга вы можете с кем-то понимать без слов. Это высшая октава истинности. И, значит, такие отношения
точно нельзя не продолжать. Даже если есть какие-то споры, или даже если есть какой-то конфликт, или даже когда кто-то из ваших близких семьи против, то есть все равно те отношения, которые, ну, как божественная алхимия. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.